Всем привет! Сегодня я расскажу вам о том, с какими трудностями я столкнулась в процессе набора мышечной массы, что для меня было самым сложным. И, возможно, благодаря этому видео вы будете понимать, к чему стоит готовиться, если вы хотите вступить в процесс массонабора. Кто здесь новенький? Меня зовут Анет, и добро пожаловать на мой канал. Если вы хотите видеть больше видео о фитнесе, спорте, здоровье, бодибилдинге, то не забудьте подписаться на канал, а также там внизу не забудьте нажать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления каждый раз, когда я заливаю новые видео. Тема сегодня у нас не самая популярная. Обычно мне задают намного больше вопросов о похудении, чем о наборе мышечной массы. Но, тем не менее, я бы хотела с вами поделиться именно тем, что для меня было самым трудным. Начнем от, наверное, наименее сложных к самому такому большому и непростому моменту, с которым я столкнулась. Возможно, даже я ему посвящу отдельное видео. Поэтому смотрите до конца, если хотите узнать, что же это было такое. Возможно, кто-то из вас не знает, но я выступающий атлет в категории фитнес-бикини. И в прошлом году, когда я выступала, так получилось, что я немножко потеряла объемы свои, я потеряла форму, так как осушка прошла слишком жестко. И на следующий сезон я уже решила готовиться через этап сначала массонабора, а потом уже сушки. То есть я бы хотела улучшить немного свою форму. На самом деле я не подозревала, что меня ждет. Я думала, что это все легко и круто, что я буду кушать очень много всяких вкусняшек, и жизнь вообще будет прекрасная, бабочки и птички. Но на самом деле действительно были несколько вещей, которые оказались более трудными, чем я это ожидала. Сначала я хотела бы объяснить, что такое процесс массонабора. Это работа, нацеленная на увеличение мышечной массы. С увеличением мышечной массы, так как мы добавляем калории, которые мы кушаем, да, то есть нам нужно, чтобы мы находились в профиците, чтобы мы кушали больше, чем мы тратим, для того, чтобы у нас были дополнительные стройматериалы для наращивания мышечной массы. Так вот, бывает два основных типа массонабора. Это быстрый массонабор и это медленный массонабор. При медленном массонаборе происходит не такой большой прирост жировой ткани, как при быстром массонаборе. То есть, когда вы добавляете больше калорий, вы делаете этот профицит объемнее и мощнее, то и мышечная масса будет расти тоже чуть быстрее. Нужно быть готовым к тому, что и жировая прослойка тоже будет увеличиваться с более значительными темпами, чем при медленном массонаборе. Времени у меня, как оказалось, не так много до соревнований. На тот момент это было 16, по-моему, или 18 недель, когда я начала массонабор, и я поняла, что месяц-полтора я могу выдержать в наборе массы и дальше медленно уходить в сушку. Поэтому я тогда выбрала быстрый массонабор, потому что я была ограничена по времени, просто чтобы вы понимали, да, что профицит у меня был достаточно большой, около 300-400 килокалорий. Для меня, для моего роста и веса это большая цифра. В прошлом сезоне я выступала с весом 47,5 килограмм. После массонабора мой вес стал 56,9. В общей сложности за весь вот этот вот период, включая, конечно, карантин, там я не набирала мышечную массу, там набиралась, наверное, только жировая ткань с всякими вкусняхами и сидением дома. Прибавилось 10 килограмм. Естественно, и объемы увеличились значительно. Я вот сейчас где-то здесь вставлю фото, чтобы вы понимали, какая на самом деле большая разница. Поэтому первый сложный момент, с которым вы столкнетесь, если вы выбираете особенно быстрый массонабор, это то, что вы будете значительно больше достаточно быстро. И не все хорошо адаптируются к этому новому весу, к этим новым размерам. Я абсолютно за бодипозитив. Каждый человек счастлив в том теле, в котором ему комфортно. Мне конкретно в новом моем размере стало не совсем комфортно с новым весом. В каком смысле? Самое малое это то, что я просто перестала влезать во всю свою одежду, но это как бы полбеды, это не катастрофично. Я начала чувствовать нагрузку больше на свои системы органов, потому что организм увеличился, да, тело увеличилось на 10 почти килограмм, и нагрузка на сердечно-сосудистую систему в том числе стала намного больше. Плюс я стала больше кушать, а это дополнительная нагрузка на пищеварительную систему, да, на ЖКТ. Безусловно, это дало о себе знать. Я стала таким сладеньким пирожочком, вот,
В какой-то степени это был достаточно интересный опыт, потому что я никогда раньше не была в таком весе и в такой форме. Для меня это было немножко сложно в плане ощущения себя, ощущения, да, своих габаритов. Но, опять-таки, каждому свое, и тот вес, который некомфортен одному человеку, для другого может быть вообще его идеальное состояние, в котором он очень счастлив. Поэтому это лично вот мой опыт, с которым я столкнулась, что мой вес увеличился значительно, я к этому была не совсем готова. В плане вот, да, физическом, и дальше мы поговорим еще и психологическом. Ну и да, не влезала в свою одежду. Это первый момент. Второй момент — это еда. Кушать нужно действительно много. И на первый взгляд вы подумаете, вот там ты такая-сякая, жалуешься на то, что ты много кушала, да, что можно все себе позволять. Я вам на самом деле скажу, что даже для меня это количество еды было большим. Профицит мой начинался с суточного баланса в 2100 калорий и поднялся до 2300. Я вам признаюсь честно, были дни, когда вечером я понимаю, что у меня нехватка еще там 300-400 килокалорий, и я в себя просто запихиваю еду, которую мне уже не хочется. И вот в этом плане, конечно, было немного трудно, потому что нужно было придерживаться всегда вот этого баланса, и это не так легко, как может показаться на первый взгляд. Почему? Потому что в обычной жизни как? Мы обычно в один день съели чуть больше, в другой день чуть меньше, но как бы общая картина у нас остается та же. А в случае с профицитом нужно каждый день кушать много. И вот я говорю, для меня это, были дни, когда действительно было трудно. Были дни, когда вообще отлично все получалось, я прекрасно вписывалась в свой суточный баланс. Если вы хотите набирать мышечную массу, и вы привыкли до этого кушать мало, то вам может быть немножко трудновато употреблять такое большое количество еды. С этого вытекает третий момент. Много еды — это много денег. Да, вы можете кушать там какую-то вермишель быстрого приготовления, чипсы, печенье, но качество вашего тела, да, ваши ощущения, общее самочувствие, здоровье от этого пострадает. Если вы хотите набирать качественно, без вреда для здоровья, то тогда, безусловно, вам нужно кушать нормальную еду. И это не всегда бывает дешево. Можете себе представить, 6 раз в день мне вот так комфортно, да, кушать 5-6 раз в день. Полноценные приемы пищи с цельной едой, действительно, там, один поход в магазин может вылиться вам в кругленькую сумму. Будьте готовы к тому, что денег будет уходить на еду намного больше. Если, например, у вас профицит 20% от вашего дневного колоража, то и бюджет на еду у вас увеличивается минимум на 20%. А тем более, если вы до этого кушали как попало, вот, то есть не было контроля питания, вы не следили за тем, чтобы кушать хорошую, полноценную, наполненную микронутриентами еду, то может быть даже увеличение бюджета на продукты больше, чем 20%. К этому тоже нужно быть готовым. И четвертый момент, с которым я столкнулась, наверное, самый сложный, это бодишейминг. Кто не знает, что такое бодишейминг, это когда посторонние люди, это могут быть даже ваши друзья, близкие, начинают комментировать в негативном свете ваш внешний вид, пытаться вас пристыдить за то, как вы выглядите. Как я уже говорила в начале, я на эту тему хочу снять дополнительное видео. Если вам будет интересно, то, пожалуйста, напишите об этом в комментарии или поставьте этому видео лайк. Тогда я буду знать, что эта тема вам интересна. Так вот, я начала получать комментарий от своих близких, от своих знакомых на тему того, где я сколько чего добавила, где мне обязательно нужно убрать, что ну да, ты поправилась, конечно, да, ты ж похудеешь, правильно? Я вам скажу так, что даже у, казалось бы, людей, которые пропускают такие комментарии мимо своих ушей, не обращают на это особо внимания, остается неприятный осадочек. Мне было действительно, я признаюсь честно, не очень приятно слушать комментарии на тему моего внешнего вида. Это мое тело, это часть моего пути, мой выбор, я сама решила уходить в массонабор, я прекрасно понимаю, что я делаю. И я точно не хочу наполнять свою жизнь негативными комментариями по поводу моих выборов. Тем более людей, мнения которых я не спрашивала. Поэтому то, с чего начинала я это видео, быстрый массонабор. Действительно, вы можете быстро набрать не только мышечную, но и жировую массу. Будьте готовы к тому, что люди будут это замечать. И здесь как бы те люди, уровень тактичности которых позволяет им высказываться вот в таком формате, будут в вашу сторону направлять какие-то свои комментарии. И они могут быть негативны. Не принимайте это все близко к сердцу, знайте,
понимайте, что вы себе поставили цель, и вы к этой цели идете. Мнение этих людей не должно как-то сильно вас волновать, особенно если это люди, мнение которых вас в принципе не должно волновать, да, то есть если это какие-то абсолютно посторонние личности. Подводя итог, 4 сложных аспекта, с которыми вы столкнетесь, скорее всего, при массонаборе, это вы будете расти, и вы не знаете, с какими темпами. Второе, нужно будет много кушать. Если вы к этому не привыкли, это тоже может быть для вас трудновато. Третье, много кушать, это значит тратить больше денег на еду, поэтому распределите хорошо свой бюджет. Четвертое, это комментарии людей по поводу вашего внешнего вида. Здесь просто вообще никого не слушайте, идите по намеченному своему пути и не забывайте, ради чего вы это все делаете. Если у вас есть вопросы о массонаборе, оставляйте их в комментарии, и я обязательно на них отвечу. Возможно, даже сниму видео-ответ на ваш вопрос. Я надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Спасибо вам всем огромное за просмотр, и до встречи в следующий раз. Пока! We go, and let the roller coaster ride begin.